Доброе утро, Стоп-Гейм! В эфире Инфакт. Зарубежные СМИ опубликовали геймплейные превью командного шутера Concord от Fireworks Studios. Это та самая игра, которую Sony зачем-то анонсировала, и никто не понял зачем. После нескольких часов в игре у журналистов сложились приятные впечатления о проекте, однако у некоторых все же есть сомнения насчет его жизнеспособности в текущих условиях. Пишут, что Concord представляет собой геройский шутер с битвами 5 на 5, в который надергали элементы из Destiny, Halo и Overwatch. Например, из Halo в игре оказались летящие прыжки, словно герой ничего не весит. Стрельба занимает важную роль в игровом процессе, но тем не менее быстрая реакция и высокая точность стрельбы здесь не самое главное. Успех зависит именно от грамотного подбора команды, понимания способностей персонажей и хотя бы талики скилла у самого пользователя. Написали даже, что геймплей шутера обладает вполне прикольными механиками. Например, он не должен надоедать, в том числе благодаря системе боевых характеристик. У каждого наемника есть целый набор таких черт, которые похожи на перки. Например, Ленокс, который страдает от длительной перезарядки, научится автоматически загружать пули в барабан револьвера, когда уворачивается от атаки. В общем, журналисты остались довольны Concord. В проекте отличная стрельба, уйма возможностей для командного взаимодействия, динамичный геймплей и ворох персонажей с уникальными способностями. В ней увидели большой потенциал, и только от разработчиков зависит, сумеют ли они раскрыть его. Concord увидит свет 23 августа на ПК и на PlayStation 5. Для игры на компьютерах потребуется аккаунт PlayStation Network. Русские субтитры в наличии. Я думаю, что уже все в курсе, что CDPR сейчас активно занимается сиквелом Киберпанка. И вот новости как раз про производство сиквела. Еще 2 года назад CD Projekt открыла новую студию в Бостоне, в США, которая займется продолжением Киберпанка. Помимо всяких бизнес-нужд, у этого решения был еще и творческий подтекст. Таким образом, сиквел окажется аутентичнее. Об этом рассказали сотрудники CD Projekt в подкасте Answer Red. Вот цитата. «На мой взгляд, Киберпанк 2077 очевидно уникальная американская история. В ней много панковской энергии, ее написал американец, поэтому кажется просто правильным делать сиквел, сидя в Америке». Конец цитаты. Это сказал исполнительный продюсер Дэн Хёрнберг. То, что Киберпанк 2077, оригинальный, создавали не американцы, выдавали маленькие детали. Как вспоминает помощник гейм-директора Павел Саска, в районе релиза игры на Reddit появилась тема, где пользователь жаловался на канализационные люки, мол, они выглядели как люки из Германии, а не как люки из США. И это мешало погружению. Конечно, преодоление культурной пропасти не было единственной причиной, по которой открыли студию в Бостоне. Через нее CD Projekt Red надеется ворваться на рынок ценных кадров в США, включая выпускников престижных учебных заведений. Кроме того, студия в Бостоне активно кооперируется со студией в Ванкувере, в Канаде. Ну и напомню, что сиквел Киберпанк 2077 носит кодовое название «Проект Орион». Сроков релиза у него нет. Скорее всего, перед ней CD Projekt выпустит следующую часть Ведьмака. Над ней сейчас трудится в несколько раз больше сотрудников, чем над другими проектами. Очередная новость про увольнение. На этот раз в центре внимания Ubisoft. А конкретно Ubisoft Toronto. Это подразделение, которое сейчас участвует в производстве 2 ремейков: Prince of Persia: The Sands of Time и Splinter Cell, а также X-Defiant и Star Wars Outlaws. Работы у студии много, но это не помешало провести там большую волну увольнений. Как сообщает PC Gamer, Ubisoft Toronto расстается с 33 сотрудниками. Представитель Ubisoft также заверил, что увольнения не повлияют на текущие проекты Ubisoft Toronto. Ремейк Splinter Cell и другие проекты, где задействована студия, продолжают продвигаться к релизу в прежнем темпе. Увольнения в Ubisoft Toronto выглядят особенно удивительно на фоне недавних новостей о песках времени. Всего месяц назад команда из Торонто анонсировала, что будет помогать с разработкой новой версии Prince of Persia: The Sands of Time. Логично предположить, что когда на вас наваливается больше работы, нужно больше сотрудников, а не меньше. Но, видимо, не все так думают. По некоторым подсчетам, общее число увольнений в игровой индустрии за 2024 год превысило 10 800 человек, что очень немало. Плохая новость про Ubisoft вот была, давайте теперь хорошую. Босс Ubisoft подтвердил разработку нескольких ремейков Assassin's Creed. Благодаря слухам и утечкам мы знаем, что Ubisoft готовит обновленную версию, например, Assassin's Creed Black Flag. Как оказалось, на ней студия не остановится. О том, что в разработке находятся и другие ремейки ассасиновской серии, рассказал генеральный директор Ubisoft Ив Геймо. Когда руководителя спросили о будущем Assassin's Creed, тот заявил, что франшиза получит несколько ремейков. Цитата. «Это позволит нам вновь посетить уже выпущенные игры и обновить их. В некоторых старых Assassin's Creed крайне богатый мир», — поделился Геймо. Также он уточнил, что Ubisoft намерена выпускать проекты по IC почаще, однако они все будут заметно отличаться друг от друга. Никто не хочет получать одну и ту же игру каждый год. В
Впервые о ремейке «Черного флага» сайт Kotaku рассказал еще год назад. Тогда источники издания утверждали, что проект находится на начальном этапе производства. Ранее Ubisoft не делал ремейки Assassin's Creed, ограничиваясь лишь ремастерами, как было с тройкой. В том же интервью Yves Guillemot осудил агрессивные выпады против команд и отдельных разработчиков на фоне показа Assassin's Creed Shadows. Саму игру руководитель не упомянул, но те, кто находится в контексте недавних событий, без труда поймут, что речь именно о неадекватной реакции на грядущее кредо Ассасина. Assassin's Creed Shadows, кстати, стартует 15 ноября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Для Sims 4 выпустят дополнение про... вот это. Electronic Arts представила расширение Love Struck для The Sims 4. DLC посвятили новым опциям для романтических отношений и сексу, который в серии принято, кстати, обозначать безобидным буквосочетанием вуху. Никакого контента для взрослых не обещают. Симы все так же развлекаются, скрывшись от глаз игрока, но теперь появятся новые варианты прелюдий и не только. Вот ключевые особенности дополнения. Во-первых, новый город Ciudad Enamorada. 3 местных района просто созданы для флирта и свиданий, поэтому игроки найдут там парки для прогулок, ночные клубы и рестораны. Во-вторых, симы могут использовать приложение для знакомств «Уголок Купидона». Здесь персонаж сможет выбрать пару, пообщаться и спланировать идеальное свидание. Добавят новые поцелуи, знойные танцы, вульгарные костюмы, анимации для уху. Персонаж сможет получить страх близости или страх одиночества, что даст новые варианты взаимодействий, ну и так далее в этом роде. Подробнее о расширении можно узнать в нашей статье на сайте или вообще из официального блога разработчиков. Сама статья по ссылке в описании, там же ссылка на блог. Выйдет DLC, кстати, 25 июля за 4000 рублей. Нынешний продюсер Metal Gear, который сейчас разрабатывает игру без участия Кодзимы, как вы понимаете, хотел бы с ним поработать. Немного исторической справки. Официально никто этого не подтверждал, но считается, что в районе релиза Metal Gear Solid 5 у Konami серьезно испортились отношения с Хидео Кодзимой. Например, его имя убрали с обложки The Phantom Pain. Но сейчас представители Konami открыто говорят, что хотели бы вновь поработать с Кодзимой. Японский канал Konami опубликовал ролик, где продюсер по производству Metal Gear Solid Delta Snake Eater Нориаки Окамура отвечает на вопросы зрителей. Один из вопросов звучал так: есть ли шанс, что оригинальные разработчики вернутся к созданию, совместному производству или надзору над серией Metal Gear? И вот что ответил автор игры: у меня нет права говорить за кого-либо вне нашей компании или угадывать, что они думают. Но лично для меня было бы высшей честью вновь поработать с господином Кодзимой и остальной командой. Это была бы просто мечта. Конец цитаты. Окамура добавил, что бывшая команда Metal Gear, включая Кодзиму, теперь занимается другими вещами. Говорит, такова текущая реальность. То есть никаких обещаний, что Кодзима вернется к Metal Gear, Окамура давать все-таки не стал. Нориаки Окамура работает над Metal Gear, начиная с Metal Gear Acid 2 2005 года. Впрочем, единственной номерной частью, над которой ему довелось потрудиться, была как раз The Phantom Pain. Ну и вот еще пара приятных мелочей касательно ремейка и Кодзимы. Во-первых, гения и всю оригинальную команду Snake Eater обязательно укажут в титрах ремейка. А во-вторых, почти вся озвучка в ремейке старая, но некоторые диалоги, связанные с объяснением управления, все-таки записали заново. Некоторые актеры уже скончались, поэтому их новые реплики смонтировали из уже имеющихся фраз, перед этим получив все необходимые разрешения. Даты выхода новых материалов на StopGame.ru тоже, правда, нет, но там они уже лежат, поэтому она им и не нужна. Там и Кирилл Волошин написал обзор Still Wakes The Deep, и Иван Лоев выпустил видео про ужасные игры, в которых нет цензуры, которые сделаны на RPG Maker. Василий Гальперов выпустил новую часть Страшно вырубай. Степан Песков написал про самые интересные релизы июля. И еще один материал от Василия Гальперова, на этот раз уже обзор Elden Ring Shadow of the Earth 3, когда они все это успевают, и текст от Кирилла Волошина про 7 Days to Die. Он обозрел легендарный выживач, который наконец добрался до релиза. Как видите, просто тонна всего, что можно посмотреть, так что не теряйте времени, скорее переходите и смотрите. Хорошего вам понедельника, пока!